Удача нередко оказывается важнее умения вести бой. Дженнифер Блейк. Занимайте позиции и готовьтесь к бою. Я, Генерал Алекс, приветствую вас и приглашаю на очередной обзор поединка во вселенной Generals Zero Hour. Карта Canyon of the Dead, и на ней пройдет миррор ядерных генералов. На верхней позиции под бирюзовым цветом Тамер. Снизу под розовым цветом начинает Дэн. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Хотите поддержать выход новых видео донатом? Тогда переходите в описание за всей необходимой информацией. Данный реплей лежит в моем архиве уже целых 3 месяца, и наконец он увидит свет. Предыстории, к сожалению, у меня нет, но и без нее я вам обещаю, что будет интересный поединок. Местами с ошибками, но с бомбическим финалом. Занимайте свои позиции, мы начинаем. Ну что ж, старт от Дэна таков. 3 дозера, 3 саплая, пока только 1 военный завод и есть электростанция. Что же касаемо Тамера, 2 военных завода, 2 саплая и электростанция. То есть здесь более такой, скажем так, штатный билд в таком противостоянии. Дэн повел свой дозер налево, скорее всего сюда под домики, и вполне вероятно, что здесь будет какая-то агрессивная такая, значит, политика партии, скажем так. То есть здесь будет военный завод, я так полагаю, и дальше будет какой-нибудь либо дракон, может быть, Батлмастер, который будет громить экономику сопернику. Тамер тем временем поехал своим батлмастером как раз под саплай Дэна. Здесь можно побить саплтраки, ну и в принципе настреливать здесь по саплаю, может быть, даже удастся его уничтожить. И первый контакт. Перестреливаются 2 БМа, Дэн идет вперед, уже сразу же наполучал здесь, и вполне вероятно, что здесь будет просто ничья. Да, все верно. Справа, кстати, был дозер от Дэна. Хотел здесь, вероятно, также поставить какую-нибудь постройку и просто начать рашить своего соперника. Может, казарма, может, военный завод. Но здесь Тамер на страже, отконтролил этот момент. Вновь подъехала техника от Дэна. Это Гатлинг, и Гатлинг уничтожается с помощью 2 юнитов. Это Гатлинг и Батлмастер от Тамера. Дэн тем временем поставил военный завод, выходит дракон, и вполне возможно сейчас под раздачу попадет и саплай, и военный завод Тамера. Подъезжает Батлмастер, Батлмастер минус, подходит БМ также от Тамера. Кстати, пробил здесь, один саплтрак был явно уничтожен, один остался, но он был отведен, и заходит дракон. Заходит дракон, разжигается стена огня. Но я думаю, что здесь Тамер-то справится, но Дэн все-таки отнял своему сопернику военнику, уничтожен Батлмастер. И дракон закрывается. Да, военный завод сейчас придется восстанавливать, и ставится уже пропаганда от верхнего ядера. Пробивается Батлмастер Дэну. Здесь 2 БМа от Тамера. Естественно, это будет не помеха уничтожения. Да, все верно. Слева экономика блокирована, и заходит справа, кстати, Батлмастер пока просто, к сожалению, стоит. Но вот, наконец, начинает движение, и можно пробивать здесь саплтраки, срезать экономику своему сопернику. А юнитов-то у Дэна не хватает. И пробитие очередной техники здесь произошло. Это был Батлмастер, поскольку, ну, по крайней мере, я так полагаю. И уничтожается военник. Уничтожается военник. Стратегия-то от Дэна не прокатила, как я полагаю. Выходит пост. Пробивается как раз-таки, там есть пехотинцы, можно посадить в здание. Но здание пробивается, смотрите-ка. Тамер пробивает здание заранее. Один ракетчик минус, остается только один. Он в здании как раз-таки сейчас сидит. Здание вскрывается, все, ракетчика можно закрывать, и он закрыт. Заходит пост. Пост вскрывается, 1 БМ уничтожил, пехота вся ложится, и военный завод, по всей видимости, сейчас будет закрыт. Справа экономика, кстати, все-таки срезается, саплтраки были минусованы, остался тут уже наполовину каленый саплай, но слева хотя бы Дэн восстановился, и надо бы возвращать, да, вот этот Батлмастер и уничтожать БМ Тамеру. Тамер, кстати, справился с военным заводом. И такой мини-армии, в принципе, сейчас идет вперед. Здесь дракон, 2 БМа, Гатлинг, в принципе. Ну, вот этот саплай точно можно громить. Вообще, 100%, в принципе, даже тот же дракон оставляйте, пускай он его сжигает. А Дэн тем временем привел дозер сюда под холм, поставил казарму, и побежали красногвардейцы. Я так полагаю, что Дэн планирует захват вышек. Пробивается сап, БМ, взрывается, саплай минус. Все, потери, еще потери, также экономики. Слева саплай тоже уничтожаются саплтраки. И приходит Батлмастер и Гатлинг бить военный завод. Есть дракон. Но 2 БМа идут противостоять. Вполне возможно, даже еще и смогут как-то тут отбиться. Близко достаточно подходит к дракону. Дракон выживает, но БМ уничтожается от Тамера. Пробивается драгонтанк.
И дракон минус. Выходит пост очень вовремя на самом деле. Гатлинг закрывается, военный завод уцелел. Но слева саплтраки, напоминаю, потеряны. Справа вообще нет сапплай. То есть экономически сейчас Дэн очень сильно страдает. И выходят танки Оверлорда. Есть пропаганда, военный завод Тамер восстановил. Справа поставил третий ресурсный, ставится казарма. Я так полагаю, что в скором времени выйдет Лотос. И вполне возможно будет захват вышек. У Дэна красногвардейцы есть здесь под вышкой. И изучим, кстати говоря, захват. А тем временем Оверлорд бодается здесь. Пост вскрыт. БМ не помеха. Подходит близко к ракетчик. Мину, я так понимаю, пытается здесь поставить, но не вышло. БМ, конечно же, закрывается, но вся армия у Дэна ложится, и ему просто сейчас нечем останавливать эти два Оверлорда. Ракетчики минус, на пути военный завод, причем он еще и наполовину каленый, но Дэн хотя бы восстановил себе, кстати, экономику. Да, справа сапплай работает. Выходит пост, но пост просто этот прожуют сейчас, да. Просто проживут эти оверы. Ну, нужно минки хотя бы вешать. Да, все верно, так Дэн и поступает. Военный завод минусован. Мины, по-моему, 2 штуки даже висят сейчас на овере. Овер еще и на мины натыкается, которые были с электростанции здесь, да. И все, овер минус. Остается один, который запросто, в принципе, здесь вынесет военный завод. Ну, а по сути-то больше-то и сражаться нечем. Дозер, кстати, направо уходит. Слева ставится Эйрфилд. Неужели мы увидим Хеликс? Восстановил здесь сапплтрак, Дэн, хоть какая-то экономика появляется, но здесь еще сапплай добывает. Справа, в принципе, сапплай тоже еще качает. Уничтожен был пост, ракетчики, военный завод практически закрыт, и еще 2 овера идут в атаку. Захвачена вышка и арт-платформа у Дэна, и спамятся ракетчики. Да, вполне вероятно, это будет все-таки Хеликс, судя по тому, как активно спамит сейчас МД. Минус пост, ракетчики также минусованы, ну и военный завод, в принципе, уже можно было бы-то его и продать. Но военник по итогу уничтожается. Сапплай. Это будет 100% также минус, если Дэн его, конечно же, сейчас не продаст. И, кстати, устанавливается электростанция. Любопытно. А здесь тем временем Лотос. Лотос хотела что-то из этих зданий-то захватить. Вполне вероятно, вышку. Я думаю, что Тамер бы первым делом бы вышку бы все-таки брал. И замораживается Дозер. Ну, я так полагаю, что в скором времени просто будет сейчас перехват электростанции. Оверы идут вперед. Дозер будут просто выносить. Ну, а тем временем уничтожается ресурсный, уничтожается электростанция. Ну и осталось только закрыть сапплай здесь, и база Дэну просто разбита. Хотел перехватить Тамер электростанцию. Дэн распродал, идет ракетчик, даже 2 уничтожать Дозер. Но нужно захватывать вышку, я так полагаю. И есть, кстати, командный центр, и полетели повышения. Это ковровая бомбардировка, и я слышу арт-удар. Пробивается последний сапплай Дэна, нижнего ядера. И ковровка летит-то на этот сапплай. А зачем? Ведь... Ну ведь овер же уничтожил сапплай. Зачем сюда нужно было отправлять ковровку? А арт-удар летит на вышку, которую только сейчас Тамер собирается захватывать. Слушайте, я вообще не понял этих повышений сейчас. Вообще непонятно на самом деле, зачем нужно было отправлять ковровку на сапплай, который и так уже овер уничтожил. 3 хеликса в воздухе. 3 хеликса в воздухе и овер минус. Арт-удар был вообще отправлен на вышку, которую Тамер так и не захватил. Зачем? Просто вышку даже не под контролем соперника уничтожать. Не совсем непонятен, ну, ход мыслей Тамера, но отправив повышение вот на вот эти 3 здания Дэна, можно было уже завершать игру, а в итоге мы видим то, что видим. Прилетают 3 хеликса, уничтожается военный завод, минус гатлинг, еще один гатлинг выходит. Тут есть ИЦМ-танк, но он далеко, он не может помочь, уничтожается 2-й военный завод. 3 хеликса просто сейчас наказывают Тамера за его ошибку. Просто повышение нужно было отправить-то на вот эти 3 здания, и все, и игра закончена. Но Тамер сделал то, что сделал. Сейчас он платит за свою ошибку, и очень дорого платит. Минус электростанция. Уничтожается сапплай, осталось только 2 здания, но на Дэна тем временем идет тяжелая техника, видит 2 оверов, оверы с гатлами. И просто сейчас ложится Хеликс. Хеликс падает, осталось тут 3 здания. Эти оверы должны, в принципе, на изи это все дело выносить. Но Хеликсы возвращаются с зданий. База Тамеру-то разбита. Сапплтраки можно отправлять вот сюда под холм. Здесь есть добыча. В принципе, тут есть все для того, чтобы продолжать спамить Тамеру и уничтожать, в принципе, Дэна. Пробивается казарма. Филд уничтожен. Но почему не перенаводишься? Тамер, почему? И просто залетают Хеликсы, уничтожают оверы. Жива казарма, жива электростанция. Дэн живет на одной вышке, правда, но, кстати, захватил себе дроп-зону, и отсюда сейчас будут просто падать танки батлмастеры. Ну и, кстати, Лотос. Бежит Лотос перехватывать казарму, я так полагаю. Надо продавать.
Дозер ее пытается здесь восстанавливать. Хеликсы летают, пока летят на правый фланг. А здесь очень много, в принципе, ракетчиков. Есть гатлинги, есть ЕЦМка. И летят еще повышения. Я так полагаю, что это мины. Распродажа казармы. Ставится каркас. Кстати, справа каркас также Дэн дал на всякий случай. Саполтраки здесь на холме стоят. Замораживается Дозер. Пробивается Лотос, но ракетчики не смогут с ней справиться. Нужно срочно вести Хеликсы. Мины легли. И уничтожается Лотос. Лотос закрыто. Повезло здесь Дэну. Но у него 2 каркаса, пока он еще живет. Зачем? Непонятно, что таймер проводит Саполтраки. Саполтраки просто уничтожены. Ну, 1 уничтожен. А Хеликсы пока уходят на центр. 2 ракетчика остались дежурить. Здесь Дозер. Последний Дозер аккуратно. И на минуточку здесь только что мины легли. Нужно разминировать. И летит ковровая бомбардировка. Здесь Хеликсы тем временем подлетели близко, но много котлов пробили по командному центру. Последний Дозер Дэна. Последний падает ковровка и не попадает. Не попадает по этому Дозеру. Боже. А у Дэна ведь есть деньги, есть 4-й ранг. Он может дать командник. У него ведь тоже есть повышение. Живет на вышке, а не проще было бы отправить ковровку на вышку, закрыть вышку в конце концов. Это же единственная экономика, и закрыв ее, можно лишить ресурсов соперника. И вот он, командник, дождался таймер. Если сейчас не отправить что-то, не убить Дозер, то команднику состоятся, полетят повышения. Есть на базе здесь техника, Хеликсы не могут подлететь, и сброс БМ, кстати, произошел. БМ тут катается, но один БМ, ну, не справится. Здесь много ракетчиков, есть и ЦМ-ка. Саполтраки здесь стоят под Дозером, соответственно, если сейчас Хеликсы сюда подлетят, начнут эти Саполтраки лупить, то, соответственно, Дозер с флеш-уроном-то отлетит. Бежит красногвардеец, вполне вероятно захватывать дроп-зону. Тут БМ катается, он идет, я так понимаю, на перехват этих 4 готлов. А вот Хеликсами лететь опасно, и натыкается Дэн, но ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну успевает Хеликс уйти. Но Хеликсы смогли задержать готлы. И командный центр, все, есть командник у Дэна. У Дэна есть командник, надо запускать повышение. БМ идет один, героически, бодаться с 4 готлами. В принципе, 4 готла должны закрыть, а тут Хеликсы близко, теряет Дэн свой Хеликс. Ай-яй-яй-яй. Потеря, нельзя терять сейчас в такой ситуации юниты-то Дэну. Пробивается еще один Хеликс, но успевает уйти. Гатлинги идут вперед. БМ едет преследование, и летит арт-удар и ковровая бомбардировка. Юниты сразу же отводятся. Вполне вероятно, что Дэн попытался сюда-то пробить. Да, ковровка, он попытался сюда пробить, но юниты были отведены. И потеря казармы, потеря электростанции военного завода, пробили сапплай, но не вышло его до конца закрыть. А тем временем от 4 гатлингов остается только 1. 2 БМа пошли преследования, плюс 2 Хеликса, и все, атака закрыта. Убить бы еще бы этот Саполтрак, вообще непонятно для чего он здесь катается. Дозер, кстати, отошел от Готлов. Ну да, Готлов испугался. Но в принципе осталось тут чуть-чуть подкопить, и можно ставить сапплай, и летит арт-удар уже от таймера. И я так полагаю, что этот арт-удар как раз-таки летит сейчас на вышку. А Дэну-то всего лишь 50 баксов не хватает, но направление от арт-удара-то изменяется, и арт-удар летит на казарму. Арт-удар летит на... Ой, не на казарму, а на электростанцию, но... Не знаю, если опять же от этого толк, если... Ну, надо было, наверное, все-таки вышку-то лупить. Но почему не убивается вышка? Летит арт-удар, опять же, на электростанцию, но с экономикой это Дэн ее отстроит. А таймер просто, у него большая достаточно армия, он боится идти вперед, я считаю. Ему нужно просто идти в атаку. Хеликсам надо быть аккуратными, много гатлингов, и уничтожается дроп-зона. Полетела ковровая бомбардировка. Опять, куда она летит? На вышку? Или на дроп-зону? Вот что здесь сейчас будет уничтожать таймер? Дроп-зона будет уничтожать. То есть опять не вышка. Поставил Дэн ресурсный центр. У него есть командник, у него есть вышка, но, к сожалению, нет наземных юнитов. У него есть тут... ну, такой хромой уже красногвардеец. Ну да, есть Бэтлмастер. Вот еще 2 Бэтлмастера, а здесь 2 БМа плюс 3 готла. Достаточно много юнитов на базе подойти. Ну, тут, ну, 1 хромой красногвардеец и 2 Хеликса. Ну, тут много готлов, подлететь-то не вариант. А 2 БМа, причем 1 каленый, сейчас будут пытаться сражаться, но безуспешно. Уничтожение идет, и идет армия просто уничтожать последние 2 здания сейчас. Дэну справа также армия выступает, и, ну, база, правда, голая. Я не знаю, может быть, стоило здесь вылупить парочку стационарных гатлинг-турелей. И дожидается
Дожидается Дэн, и он врывается хеликсами, а здесь всего лишь 4 здания. Сразу же уничтожается дозер, пробивается электростанция. Да, есть ракетчики сейчас в домике, но там их всего лишь 2. Минус электростанция. Пробивается командный центр, но бьют его только гатлы. И 2 БМа идут, я так полагаю, наконец-то все-таки вышку уничтожать. Пробивается военный завод. Армия Тамера возвращается обратно. Военник минус, уничтожается сапплай, и на пути только командник. Дом, я так полагаю, сейчас будет пытаться Дэн закрыть. Гатлы будут бить командный центр очень долго. БМы вообще непонятно, куда пошли на самом деле. Творится полная неразбериха на карте. Летит ковровая бомбардировка. Я так полагаю, что Дэн сейчас будет по максимуму выбивать командный центр. Разгружаются хеликсы, бьют ракетчик, и летит ковровая бомбардировка, и она закроет этот командник. Это последнее здание. Все! Тамер потерпел поражение. О, господи. Да, камбэк невероятный от Дэна на самом деле, да. Но очень много ошибок от Тамера, я считаю. И, наверное, вот если бы не те самые повышения, которые он в никуда выпустил, вот они ведь могли зарешать игру. Но, к сожалению, Тамер сделал то, что сделал, и очень дорого за это заплатил. Вот за вот эти повышения, которые он выпустил в никуда, он просто заплатил, ну, по сути, поражение. Но по итогу победа есть победа, победил Дэн, и поздравляем его с этой заслуженной, на мой взгляд, победой. Ну а на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, с вами был Генерал Алекс, и помните, что всегда из любой ситуации есть выход.